Еще одна зарисовка о том, как в СССР конструировали советского человека. Как человек страны Советов балансировал между желанием делать карьеру и пятнами в своей биографии. Как он пытался угадать, что безобидно, а за что и посадить могут. На эти вопросы отвечали партия и НКВД, поэтому благоразумные люди в партию не вступали, чтобы лишний раз не копались в их прошлом, помня крылатую фразу Дзержинского: «Отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка». Канал Ірини Коновець-Поплавської. Сегодняшняя наша история начинается в 1941-м, когда на смену советской пришла немецкая оккупация и в городах стало трудно выживать. Многие украинцы потеряли работы и стали переселяться в села. У кого там были родственники, тем повезло, а у кого не было, просто приезжали и просились на квартиры. Им сдавали комнаты, сараи, бани. Из Днепропетровска тоже народ ринулся в Солонянский район. Мы помним из истории о Солонянском театре, как Александра Федорко уехала в Васильевку с ребенком и матерью, потом перебралась в Соленое и играла там даже в театре. Мы помним, как Петр Евгеньевич Моцный приехал домой в Соленое в конце 1941-го и работал там в лаборатории и где придется. Солонянский район близко к Днепропетровску, и он наводнился переселенцами и теми горожанами, кто менял вещи на продукты. Среди таких переселенцев оказался и Георгий Васильевич Нощенко, который вообще-то родился в 1918 году в Самаре или Куйбышеве. Но парень приехал учиться в Днепропетровский университет и закончил его в 1939, по какой специальности нам неведомо. Когда началась война, Георгию было всего 23 года, и, видимо, в этих местах родных у него не было, и он приехал в Башмачку вместе с матерью Еленой Аркадьевной. И, как вы понимаете, тут же попал в поле нашего зрения. И поселился Георгий на квартире у Ивана Ильича Михайленко, 1904 года рождения, и его жены Макрины Иваневны в девичестве Пындыч. И назвался он Юрием Васильевичем и устроился работать счетоводом на Башмачанский молочный пункт. А заведовал этим пунктом Микита Микитович Велький, а Вера Ильинична Лысенко там числилась простой работницей, скорее всего, приемщицей. Ничего компрометирующего, ничего военного. Молочный пункт. Есть село, есть ферма, есть коровы. Надо принимать молоко и куда-то там его передавать, чтобы кто-то его употреблял. Нощенко подружился с заведующим Великим, для которого пришлый парень оказался находкой, потому что хорошо знал немецкий язык. И когда немцы посещали молочный пункт, то Юрий легко переводил Великому то, что они там говорили. Естественно, что во время отсутствия Великого Георгий, как парень образованный и смышленый, его подменял. Это дело нехитрое. С Верой Лысенко у парня тоже сложились хорошие отношения, может еще и потому, что его арендодатель Иван Ильич Михайленко был ее родным братом. И так благополучно Юрий Георгий пережил немецкую оккупацию. Ни полицейский, ни староста, ни голова обхоза, счетовод молочного пункта. И мама при нем. Все прекрасно. И после возвращения советской власти Нощенко вернулся в Днепропетровск, а со временем поступил на учебу в медицинский институт и по его окончании там преподавал. Но в 1955 он покидает наши места и уезжает в Станислав, чтобы работать в тамошнем мединституте. И так его карьера продвигалась успешно. В 1957 его назначают заведующим кафедрой психиатрии. Изучал Георгий Васильевич неврозы, гипнозы и стал известным клиницистом, а головою областного общества невропатологов и психиатров. В общем, все идет как нельзя лучше, как вдруг Георгий Васильевич в возрасте 43 лет пишет заявление на принятие его в партию и сообщает в анкете, что во время немецкой оккупации он проживал в Башмачке, но там не работал. Все-таки какие-то сомнения в его душе шевелились. И в мае 61-го
Станиславский горком партии посылает запрос Соленой и получает ответ. Как так не работал? Работал, еще и как. Заведующим Башмачанского молочного завода. На это Георгий Васильевич возмутился. Не было такого. И пришлось ему признаться, что да, трудился, но счетоводом. В сентябре в Соленое прилетает вторичный запрос. В итоге солонянцы подтвердили, да, работал счетоводом молочного пункта, но заведующего иногда подменял. Приняли в партию Георгия Васильевича или нет, история умалчивает. Если не приняли, то ему повезло, если смотреть с высоты сегодняшнего дня. Главное, что на должности его оставили, и он продолжил трудиться на психиатрической ниве. По официальным данным, за годы его работы значительно пополнилась материально-техническая база кафедры. Он был одним из соавторов коллективной монографии «Шизофрения». Именно в период его управления проходило дальнейшее становление кафедры в различных аспектах ее деятельности, а именно идейно-воспитательная, учебно-методическая, научная, лечебно-консультативная, санитарно-просветительская. В 1985-м Георгий Васильевич ушел на пенсию, а через 3 года умер. А Михайленко Ивана Ильича, его арендодателя из Башмачки, сразу же в сентябре 43-го мобилизовали в Красную армию, и он умер от ран через 2 месяца на станции Божедаровка. Его жена Макрына покинула этот мир в 1959-м, пережив своего сына Степана, который умер за 4 года до этого в возрасте 22 лет. А Вера Лысенко дожила до 1987-го. О судьбе Микиты Микитовича Велькова ничего не известно. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Вот такая зарисовка, и нею мы подводим итог. Те люди, которые не стали диссидентами, которые претерпелись, постепенно превращались в советского человека, и каждый из них делал свой собственный выбор. Даже будучи глубоко советскими, кто-то из них считал, что в партию вступать об этом не могло быть и речи, учитывая все эти голодоморы, репрессии, которые коснулись каждого украинца. И плевать на карьеру. Так Петр Евгеньевич Моцный докторскую защитил и без партии, как его не давили. А кто-то считал, да ладно, ну побуду я в партии, карьера дороже. А кто-то лез в партию, несмотря ни на что. И тогда эти люди не понимали, что раз вступил в КПСС, то стал соучастником всех преступлений коммунистического режима. Они не подозревали, что придут времена, когда членство в КПСС станет несмываемым пятном в их биографии. А кому отказали в приеме, тем несказанно повезло.